Приветствую вас, дорогие зрители! Меня зовут Супер-Дупер Русский Марио 45, или же SDRM 45. Сегодня мне хотелось бы вам подробно рассказать про моих самых любимых существ. Тодов! Существ? Почему ты подобрал именно слово существ? Тод, заткнись! Тодов принято называть человекоподобными грибами. Большинство тодов являются гражданами грибного королевства. Все тоды выглядят почти что одинаково, но они могут одеваться в разные вещи, включая шапки. Да-да, вам не послышалось. Шапки. Грибы на голове тодов – это шапки. Они их даже могут как парашюты использовать. Называть их человекоподобными грибами стало принято из-за того, как они выглядят с такими шапками. Помимо того, тодов также принято делить на два типа – умные и деградированные. Научные исследования показывают, что около 96% из всех существующих тодов деградированные, а остальные – умные. Причина данного феномена на данный момент не совсем ясна. Давайте я покажу вам примеры из обеих групп. Вот пример умного тода. Как я это определил, вы спросите? Все просто. Умные тоды способны говорить и думать. Они имеют критическое мышление, как обычные люди. А чтобы показать вам деградированных тодов, нам нужно будет пройти в одну из моих подсобок. Итак, мы в одной из моих подсобок. Вот они. Это деградированные тоды. А они – полнейшая противоположность умным тодам. Вы, наверное, сразу заметили вот этих двух больших тодов. Это тоды-мутанты. Очень редко бывает такое, что они могут родиться вот такими огромными. Деградированные тоды не умеют нормально мыслить. Но зато они умеют хорошо выполнять команды. Например, тоды, прыгните! Но выполнят они их хорошо, только если они простые. Смотрите. Эй, ты! Да, ты! Скажи мне, сколько будет 2 плюс 2? Четыре. Ого! Видимо, где-то ответ услышал и запомнил. Ну-ка, а если вот так? Сколько будет 2 минус 2? Вот об этом я и говорю. В любом случае, этих тодов нужно чем-то занять. Поэтому... Тоды, атакуйте Марио! А как размножаются тоды? Примерно так же, как и люди. Ладно, о том, кто такие тоды, мы закончили. Теперь давайте узнаем мнение различных людей о тодах. Иногда я задумываюсь, почему судьба выбрала, чтобы именно я был умным. Вся моя работа заключается в том, что меня заставляют стоять возле выхода замка Пич. И я там уже 3 десятилетия стою. За эти 3 десятилетия на моих глазах успело произойти все, что только возможно. Он писюн показывал. Я не показывал, показывал. Так, тихо, я задаю вопросы здесь. Что случилось, Данил? Он на меня садился. Зачем садился на тебя? Жопу мне показал, садился, чтобы я нюхал. Это правда? Ты жопой на него, на лицо садился, да? А он мне писюн показывал. Я не показывал. Он показывал. Ой, к нам сейчас менты подойдут. Ай, блять, лучше бы Даня за рулем был. Даже он лучше водит. Принцесса Пич, если ты нас слышишь, пожалуйста, Что ты делаешь? пожалуйста, спаси меня, Нахера принцесса ты молишься Пич. принцессе Пожалуйста, Пич? я прошу тебя, пожалуйста, Это помоги. не поможет, блядь. Пожалуйста, убери этих людей отсюда. Марио, блядь, принцесса, пожалуйста, убери их.
Я часто думаю о том, чтобы просто покончить со всем этим. Ведь в те моменты я забываю о смысле в моей жизни. Но когда я вижу, как страдает этот жирный ублюдок, весь смысл возвращается к жизни. Ах, Тоды! Это мои самые важные и верные прислуги. За это я их очень ценю и плачу им высшую зарплату. Она нам платит картошкой за то, чтобы мы стояли на одном месте 24/7. Но это еще далеко не самое худшее. Намного хуже тот факт, что она нас эксплуатирует буквально для всего, без исключений. Она как-то раз с одним Тодом жопу подтирала. Еще помню, как она мною пыталась заделать дыру в кирпичной стене. Но прям самое худшее, это когда она нас использует как живой щит. Ну, короче, полный ужас. Ты где это взял? Ну, в целом, я отношусь к Тодам нейтрально. Я им помогаю с чем-нибудь, и они мне тоже помогают с чем-нибудь. Хорошо живем. Тоды — это нормальные грибы. Точнее, большинство из них. Некоторые из них... Обкуренные идиоты! Это я еще мягко сказал. Был один случай. Я как-то раз захожу в подвал СДРМа, а там 10 тодов залезают друг на друга и делают черт пойми что. Я даже не понимаю, что это. Паровозик, что ли? Но это какой-то кошмар. И они еще меня решили позвать. Я подумал, господи, какой кошмар! И сразу побежал оттуда. Ну, они потом за мной побежали. За ноги меня схватили. Еще потащили. Это какой-то кошмар был. Слава богу, я тогда сбежал. Но травма психологическая обеспечена точно. В общем, не лезьте в подвал СДРМа. Там сидят одни страшные, безмозглые и очень-очень-очень страшные тоды. Бегите, я конченый. Марио, мы хотим узнать твое мнение... А! Не подходи ко мне, козябра! Да что не так? Твои перчатки, они обосранные! Ну, они как бы кожаные, поэтому имеют коричневый цвет. Просто кожаные. Только самый наивный в это поверит. Ладненько. Вот, я надел белые. Теперь-то ты спокоен? Нет! Ах, что теперь не так? Ты их надел грязными руками! Так, тогда, Тоды, атаковать Марио! Стой! Нет! Только не опять! Тады, ну они очень странные. Я как-то на Марио разозлился, и мой выброс эмоций видел Тад, который вот около входа в замок. И он всем начал рассказывать, что я сумасшедший, меня до сих пор некоторые Тады считают сумасшедшими, ну. Ну а так у меня с ними опыт обычно, никакой, я с ними особо не общаюсь. Чё мне сказать? Тоды. Эти человечки с грибами на голове. Ну, мне нечего особо про них сказать. Ну, стоят там, пусть и стоят. Марио, я тебе раскрою правду. На самом деле, мои перчатки не кожаные, а бронзовые. Так уж и быть. Реально? Да. Точно? Ну ладно, я верю. Так вот, что ты думаешь о тодах? Ну, если не считать, что они меня побили из-за тебя дважды, То они довольно крутые чуваки. Особенно тот, который возле выхода замка. Он мой любимый. ты же не собираешься снова... Тоды, атакуйте Марио! Да нахуй! А сейчас мы зайдем к Даньке. Зайди через 5 минут, пожалуйста. Упс, вышло маленькое недоразумение.
Здоров, Никита 3000. Что? Я бы хотел тебя спросить. Ты Придурок, прошло 4 минуты, а не 5. Тодд, что мне про них сказать? Ну, более-менее нормальные чуваки, а шо? А какой цвет Тодда тебе больше всего нравится? Наверное, синий. Может, голубой или фиолетовый даже. Что-то такое. Ты бы отжарил Тодда в постели. Шо нахуй? Ты начал с любимого цвета Тоддов, и сразу после этого идет вот этот вопрос. Что это за... Я знаю, что я сам странный, но что это за интервью с ДРМ? Я не буду на такие вопросы отвечать. Я ухожу. Ой, я ухожу. Тодды? Да что такое эти ваши Тодды? И как ты сюда вообще проскользнул? Тут стоит защита. Там из защиты было всего 4 гумбы. Иди сюда нахрен, короче. Тодды, атаковать его! Чё? Это что за хуй? А теперь, напоследок, мы заглянем к Йоши. Здоров! Я бы хотел спросить твое мнение по поводу Тоддов. Что ты думаешь о Тоддах? Ясненько. Почему у меня такой тройной прыжок? Этот наркоман меня своими грибами накормил? Ну а на этом моменте мы будем заканчивать наш выпуск. Всем свежего кваса и до скорых встреч! Так, всем привет, ребята. Перед тем, как я закончу это видео, я хочу немного рассказать о том, как оно вообще создавалось. Это видео является ремейком моей старой машинимы из 2021 года про SDRM. Эта машинима является очень важной для меня и для SDRM, и она повлияла на то, как мы делаем свои видео. Поэтому еще в начале этого года мне захотелось сделать вот этот ремейк этой машинимы. Мне вот это захотелось все перезаписать в более хорошем качестве, все смонтировать хорошо, сделать видео более смешным и также сделать это видео с озвучкой. И SDRM эта идея тоже заинтересовала. Я начал писать сценарий, и когда написал небольшую часть, я кинул ее SDRM и попросил озвучить, когда будет время. И в итоге SDRM ничего не озвучил, и я тоже как-то потом забыл про эту машиниму, и у меня вообще еще зимние каникулы закончились, я был университетом занят. И потом вот июнь этого года, и приходит информация, что SDRM придется уходить в казахскую армию. И у него не будет никакого контакта с нами как минимум год. Но если быть точнее, то мне об этом было известно еще до июня, а в июне это стало известно уже на публику, но не суть. Это пиздец печально, я очень жду, когда он вернется, и надеюсь, что с ним все хорошо там будет. Но перед тем, как уйти, он внезапно вспомнил про эту машиниму, и за несколько дней перед уходом в армию он мне внезапно в личные сообщения кидает дописанную часть сценария свою, ну, он там дописал типа свои диалоги, где он участвует, и он мне кидает озвучку своих реплик в этих диалогах. Конечно, я потом немного менял этот сценарий, я немного менял не его реплики там, но не суть. Но он озвучил все свои реплики, и чисто благодаря этому данное видео стало возможным в данной форме. Конечно, типа озвучка не прям идеальная, типа, местами мне бы хотелось попросить его переозвучить, но у меня нет с ним контакта сейчас, ни у кого нету. Но в итоге получившийся ремейк меня очень радует. И надеюсь, вам он тоже понравился. Я над ним очень старался. SDRM в своей озвучке еще по несколько раз озвучивал некоторые фразы специально, чтобы я мог самую подходящую подобрать.
А как размножаются тоды? Примерно так же, как и люди. А как размножаются тоды? Примерно так же, как и люди. А как размножаются тоды? Примерно так же, как и люди. А как размножаются тоды? Примерно так же, как и люди. В любом случае, теперь я все, что хотел, рассказал. Опять же, очень жду возвращения с ДРМа. Я по нему скучаю очень. Да. И всем пока. Thank you.